Давно пожаловать на мой канал. Ребят, прошу прощения, что вот так даже без приветствия, но перед тем, как начать это видео, я хотела бы сказать пару слов. На самом деле, решение о создании этого канала далось мне нелегко на фоне тех ужасающих событий, которые происходят сейчас в мире. Я не знаю, насколько сейчас уместен какой бы то ни было развлекательный контент, но я долго думала на эту тему и все же считаю, что всем нам иногда хочется немного отвлечься, найти уголок спокойствия, и я надеюсь, что мой канал станет для вас как раз таким местом небольшой перезагрузки. Спасибо, что вы выслушали эту речь, и приятного просмотра. Привет, ребят! Меня зовут Светлана, и добро пожаловать на мой канал. Изначально он планировался как канал о жизни в Турции, поскольку я живу здесь уже 3 года, у меня здесь семья и маленький сын. Но пока я собиралась записать первое видео, в нашей жизни произошли большие перемены, и скоро мы переезжаем в другую страну. Пока не хочется раскрывать все карты, и пусть какое-то время это еще побудет страна X. Поэтому теперь этот канал будет скорее о моей личной жизни, в том числе о жизни в Турции, о жизни интернациональной семьи, о моем субъективном опыте. А еще хотела бы вам рассказать, что, конечно, как всегда, первый блин комом, и я не исключение. И на самом деле первое видео на этом канале должно было выйти еще неделю назад. Эта неделя была очень насыщенная, я ходила на курсы бариста. Мы ездили в парк-заповедник, у моей подруги родился 2-й ребенок, мы ходили ее поздравлять, я наснимала кучу видео, но когда я собралась их скидывать на ноутбук, я куда-то не туда нажала, или я не знаю, что произошло. В общем, я удалила все эти видео. И первой моей мыслью было: о боже, еще и целую неделю мне придется жить интересной жизнью. Но это, конечно, мотивирует как никогда. Я постаралась сделать свое первое видео тоже интересным, хотя оно скорее о моей обычной жизни, о моем быте и о маленьких повседневных радостях. Сегодня я думала, что поделюсь важной новостью, потому что мы должны были сходить сдать биометрию на визы и уже ждать, когда они будут готовы. Но мы пришли, и в этот день не принимают биометрию. Но самое тупое... Смотрите, трамвайчик едет. Но самое тупое то, что я знала, что в этот день, не принимают биометрию. Сегодня пятница, и накануне я говорила родителям мужа, что да, принимают с 9 до 10 с утра каждый день, с понедельника по четверг. И меня не смутило то, что мы едем в пятницу. Просто, я не выспалась, я спала тогда всего 2 часа и постоянно путала четверг сегодня или пятница. Поэтому, может быть, мне простительно, но это просто эпик фейл. А сейчас тогда просто поделюсь с вами красивыми видами Истикляль. Если вы были в Стамбуле, наверняка узнаете эту улицу.
семит. Такие бублики с кунжутом. Сегодня едем к родителям мужа, к свекрам. Ну, я почему-то их так не называю, мне не нравится это слово, всегда говорю родители мужа. Выехали, конечно, в жутковатую погоду. Стараемся сейчас побольше времени с ними проводить, чтобы хоть как-то компенсировать нашу будущую разлуку. Но хорошо, что они живут недалеко от Стамбула, всего 1,5-2 часа езды обычно у нас занимает на машине. Ay, orada kapatmadım. Ой. Пришли прогуляться на главную пешеходную улицу города. Сейчас идет священный месяц Рамадан, поэтому здесь многолюдно. Все собрались после вечерней трапезы. И мы решили тоже погулять. Первый раз вот так гуляю в это время, потому что последние 2 года была пандемия с ограничениями. Первый раз вижу, как на самом деле проходит Рамадан в Турции. Чай sanki istiyorum sen. Обычно в это время город уже вымирает. По крайней мере, бывает не настолько многолюдно. Сейчас едем в магазин закупиться некоторыми продуктами. В основном все есть, но посмотрим, чего не хватает или чего захочется. В общем, постараюсь провести небольшую экскурсию по турецкому супермаркету и покажу наши покупки. В магазине особо не поснимала, потому что было неудобно, и на самом деле супермаркет, он и есть супермаркет, в принципе, он ничем не отличается особо здесь, но покажу, что купили. И вот наши покупки, планировали купить немного, получилось, конечно, как всегда. Первое, самое главное, конечно, хлеб, пиде. Они бывают такие только в Рамадан, поэтому, пользуясь случаем, кушаем. Потом влажные салфетки ребенку, купили 3 штуки, молоко, сок манговый, сын любит, вишневый, тоже любовь сына, безе, купили орешки кешью, будем делать с ними песто, соус, соль. Это вот такая смесь орешков. Здесь очень ее любят в разных сочетаниях. Мы купили вот такую. Перцы, помидоры, приправа, кумин. Это муж захотел вот такой вредный напиток. Будем делать. Это для сына.
Это тоже по мелочи для сына. Большой йогурт. Это на самом деле еще не самый большой. Все очень любят йогурт. Это самый обычный, вообще без всего, без каких-либо добавок. Яблоки, кетчуп. Здесь у нас зелень, мята, руккола, салат. И вот здесь еще базилик. Тоже для песто. Огурчики и коробка яиц. А здесь всякое мясо, килограмм фарша, килограмм готовых уже котлет и, по-моему, 2 килограмма курицы. Еще в холодильнике ждет мороженое. Вот такие 2 пачки мороженого мы купили. Все это вышло нам на 750, по-моему, лир. Это примерно 46 евро. Приехали в магазин, увидела здесь вот такие сушеные томаты и вспомнила, что у меня записан рецепт, как сделать вяленые томаты дома. Сейчас я вам его покажу. У меня вот такие сушеные томаты, соль, капари, чабрец. У меня такой цельный, но можно и в любой другой форме. Я думаю, другие специи тоже можно, например, базилик, но мы пробовали именно с чабрецом, поэтому сейчас сама тоже делаю с чабрецом. Оливковое масло. Сейчас в подсоленную кипящую воду я высыпаю помидоры примерно на 5 минут. Помидорки у меня, думаю, уже готовы. Сейчас я их промою холодной водой, чтобы остудить. Немножко обсушу, и нужно будет их нарезать соломкой. У меня уже почти все готово, и я забыла еще один ингредиент. Это чеснок. Здесь примерно 1 зубчик мелко-мелко порезанный. И еще у меня есть такая пудра чесночная, ее тоже добавлю. И сейчас, самое интересное, буду все складывать в эту баночку. Это, кстати, не капари, я просто забыла уже язык. Это каперсы. Они чуть-чуть большеватые, поэтому я думаю, что я их порежу, наверное, на 4 части. Каперсы у меня готовы. Все делаю на глаз, поэтому не пишу, сколько чего кладу. Сейчас я отправлю эту баночку на ночь в холодильник, чтобы она пропиталась запахом чабреца, чеснока. Мы обычно едим это с каким-нибудь творожным сыром на хлебе.